Сегодня мы расскажем вам две поразительные истории. Первая – о том, как группа школьников вступила в конфликт со сверстниками из южных регионов. Молодые люди были уверены, что поступили правильно, но следственные органы не поддержали их точку зрения. Мигранты оказались потерпевшими, а русских ребят заключили под стражу. Отцы мальчишек обратились за помощью к главе Следственного комитета Бастрыкину. Вторая история связана с активистами, которые встали на защиту легальных таксистов, которым мешала работать этническая диаспора. В конечном итоге активистов задержала полиция. Все подробности обсудим в нашем сегодняшнем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Челябинское дело о драке между школьниками тянется с февраля прошлого года. Началось все с того, что на северо-западе города, в новом микрорайоне, старшеклассники услышали, что дети мигрантов мешают школьникам жить, вымогают деньги, оскорбляют и даже применяют силу как к мальчикам, так и к девочкам. После жалобы одного из младших товарищей несколько русских парней решили разобраться с приезжими. Они вызвали их на разговор, который перешел в угрозы, южане стали угрожать электрошокером и выхватили у оппонентов газовый баллончик, после чего попытались скрыться. Мигранты укрылись в крупном образовательном центре номер 5, где столкновение групп произошло прямо перед глазами вахтера и учителей 4 на 4. По-видимому, наши ребята проявили немалую силу и ловкость или просто не успели оценить ситуацию. Как бы то ни было, побои у мигрантов были зафиксированы, и вот они уже потерпевшие. Следом за этим случилось внезапное задержание, прибывшая группа захвата скрутила всех участников драки и отправила подростков в СИЗО, а ведь они еще дети. Сразу же возникли многочисленные странности. Свидетели сначала утверждали, что мигранты вымогали деньги, а наши ребята лишь пытались остановить несправедливость. Полиция продемонстрировала необычайное усердие, опросили тысячи свидетелей. И при этом ни один человек не выразил претензий к этнической банде, казалось бы, повсюду царила дружба народов. Официально заявили, что никакой серьезной проблемы не было, а драка началась из-за девчонок. В полиции Челябинской области опровергли слухи. В ряде телеграм-каналов опубликованы сообщения о произошедшем в Челябинске конфликте между молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет. В публикациях дается субъективная и несоответствующая действительности оценка произошедшему, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В данных публикациях подросткам приписывается участие в группировке, занимающейся противоправными деяниями. В ходе проверки установлено, что никаких заявлений, обращений, уголовных дел и материалов проверок в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет. Конфликт возник в результате личных неприязненных отношений и взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям. Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины. В настоящее время все участники с обеих сторон установлены и задержаны. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка, сообщили в ведомстве. Но есть одна странность. Запись видеонаблюдения в фойе предоставляет странные кадры, где видно, как драка происходит с участием обеих сторон. Однако за решеткой оказываются только русские подростки, что вызывает вопросы у общественности и адвокатов-школьников, которые отмечают путаницу в показаниях мигрантов. Один из участников конфликта заявил в суде, что драка была взаимной, и он не имеет претензий к другой стороне, хотя первоначально говорил иначе. Он ответил, что изначально органы дознания активно подсказывали ему, какие фамилии нужно вписать и как вообще составить протокол, рассказал отец одного из задержанных парней. Инцидент, произошедший в Челябинске с участием подростков, перерос в крупное расследование. Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство», его изучают уже 1,5 года. Мы неоднократно писали жалобы на органы предварительного следствия о том, что ведется волокита, следствие умышленно затянуто. Результатом стала служебная проверка органов следствия. В итоге нашего главного следователя отстранили от дела. Затем был еще один следователь, который теперь не работает в СК. И вот уже 3-й следователь занимается нашим делом, рассказывал Верхоланцев. Родители подозреваемых высказывают свои опасения, считая, что за этим делом стоят могущественные силы, стремящиеся непременно посадить их детей. Следствие завершено, и дело передано в суд. Однако родители не чувствуют облегчения. Отец Артема, одного из обвиняемых, Эдуард Гарифуллин, записал видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, где поделился своими переживаниями по поводу несправедливости суда. Эдуард считает, что следствие игнорирует важные факты и фабрикует дело, призывая к проведению справедливого и независимого расследования.
Пока мы защищали нашу родину, заступиться за наших детей было некому. А если они начинают защищать себя сами, то оказываются на скамье подсудимых, рассказал Эдуард Гарифуллин на видео. Александр Бастрыкин обратил внимание на видеообращение Эдуарда и запросил результаты расследования у челябинских следователей. Исполнение поручения взято под контроль Центрального аппарата Следственного комитета. Родители русских подростков снова надеются на справедливый суд. Теперь давайте обратимся к другой удивительной истории. В Петербурге полиция задержала народных дружинников, которые вступились за русских таксистов, притесняемых диаспорой. Это вызвало удивление у общественности, вместо мигрантов под арест попали свои. Дружинники утверждают, что мигранты крышуют рынок такси, защищают своих водителей и вытесняют русских таксистов с рынка, несмотря на их наличие всех необходимых разрешительных документов. Они прямо говорят: «Вы здесь работать не будете». Когда сотрудники полиции прибыли на место, они задержали не иностранных граждан, которые якобы преследуют местных жителей, а местных активистов. Хотя последние не участвовали в драках и не оказывали сопротивления полиции, против них готовятся административные аресты. Представители русской общины утверждают, что полицейские действуют в сговоре с мигрантскими посредниками и игнорируют их действия. Общественная организация была вынуждена привлечь своих юристов для оказания помощи задержанным и их освобождения. Эта ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который распорядился возбудить уголовное дело по факту незаконного задержания активистов. В Главном следственном управлении СК РФ заведено дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц и всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела контролируется в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Следкома. Однако в МВД не согласны с трактовкой СК. Силовики пояснили, что конфликт возник из-за спора о порядке перевозки граждан от метро Комендантский проспект. Полиция утверждает, что нет связи между участниками июльской перестрелки и вчерашним инцидентом. Они убеждены, что конфликты возникают из-за нехватки общественного транспорта и перенаселенности района. Егор Архипов, координатор русской общины по Приморскому району, сообщил, что активисты приехали на вызов работающего легально таксиста, которому угрожали и запрещали работать. По его словам, разговор с мигрантами был спокойным, а полиция целенаправленно задержала активистов. В результате в отделение были доставлены 10 человек. Согласно журналистским источникам в правоохранительных органах, полиция не обнаружила на месте нелегальных мигрантов. Более того, на видеозаписях с места события видны преимущественно славяне и граждане России из Дагестана. Полиция считает это очередной пиар акцией русской общины. Тем не менее, с мнением полиции не согласны не только сами общественники, но и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Очевидно, что если не прекратить разборки из-за перевозок на Комендантском проспекте, то не ровен час могут появиться новые жертвы. Напомним, в июле произошла конфликтная ситуация между таксистами, которая завершилась огнестрельным ранением одного из участников. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. Часть подозреваемых были задержаны и вскоре арестовали 12 человек. Невзирая на случившееся, остановка, откуда таксисты за 100 рублей развозили людей до отдаленных районов, продолжала быть популярной. Люди предпочитали такси, несмотря на наличие автобусов, утверждая, что 15-минутная поездка на машине гораздо предпочтительнее 30-минутного пути на общественном транспорте. Именно поэтому нелегальные такси пользовались спросом. И как сообщали в СМИ, вскоре таксисты вновь стали появляться на остановках в поисках клиентов. Изначально прокуратура города Санкт-Петербурга отменила постановление Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела по статье о превышении полномочий в отношении полицейских, задержавших активистов. Прокуратура не нашла достаточных оснований для этого обвинения. Однако пресс-служба ГСУ СК Санкт-Петербурга объявила о повторном возбуждении уголовного дела против полицейских за превышение служебных полномочий в ходе конфликта на Комендантском проспекте. Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу вновь инициировало дело по статьям, касающимся превышения должностных полномочий с участием группы лиц и служебного подлога. Согласно следствию, 19 августа сотрудники полиции незаконно задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект для выяснения причин конфликтов в сфере такси.
После ареста активистов отправили в отделы полиции Приморского района Санкт-Петербурга, где были составлены фальшивые протоколы о мелком хулиганстве, что не соответствует собранным доказательствам. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!